Приветствую вас, мои дорогие творческие друзья! Сегодня с вами обсудим такую непростую тему, как засохшие краски. Какие же краски в действительности считаются засохшими? Вот я приготовила сегодня вот такого товарища. Это акриловая краска. Она засохла до состояния, когда она практически не оставляет следов на бумаге. Видно, да? Она не пачкает руки. Она распадается на крошку, вот на такую, которая легко стряхивается с листа бумаги. Вот такая краска, она не подлежит восстановлению, да, никаким образом. В банке у меня теплая вода. Я пользуюсь очень простым методом добывания воды оттуда. Я опускаю трубочку, да, вот, допустим, примерно на сантиметр. Закрываю ее другой конец пальцем. Таким образом могу взять необходимое количество воды, там 2-3 капли. И можно увидеть, что, в общем-то, вода, которая туда попала, она в голубой цвет у нас больше не окрашивается. Вот она чуть-чуть помутнела, и это, в общем-то, все. Вот такая резинка. Восстановить ее ничем нельзя, нужно искать замену краскам. Вот. Как бы это ни было печально. Совсем не все краски такие в таком ужасном состоянии попадаются. Вот эти, например, вот тоже, видите, очень-очень сухие. Они все уже затвердели напрочь, и восстановить их невозможно. А вот, например, краска очень густая, очень рисовать ей невозможно. Видно, что она кусками у меня там ложится, вот кусками, да, такими пленками тянется. Но если я опущу сюда палец, можно увидеть, что краска меня пачкает. Вот такую краску, пусть густую, пусть не очень хорошего качества, восстановить ее можно. Как это сделать? Вот я набираю воду, да, то есть закрываю там трубочку. Вот так я набрала несколько капель воды. Так. Взяли воду, зубочисткой размешиваем. Если вы взяли воды больше, чем надо, такое может случиться, вы оставляете потом краску открытой на какое-то время, чтобы она у вас загустела. Если вы, соответственно, воду не доливаете, то добавляете по чуть-чуть, по 1-2 капельки. Да? Я вам на видео специально налила сразу много, чтобы показать, насколько хорошо разводятся краски водой. Вот можно посмотреть. Естественно, здесь есть сгустки. Эти сгустки, они обычно сбоку или с крышки, которые уже являются полностью высохшим акрилом, который не подлежит восстановлению. Вот можно посмотреть, что основной цвет, вот он у меня разбавился, да, стал такой густенький. Самые приятные краски в работе — это краски в состоянии сметаны, такой густой сметаночки. Вот таким образом. В принципе, вот этой краской работать можно. Давайте я возьму кисточку. Вот она. И вот видно, что красочка у нас хорошо красит, да? Достаточно укрывистая. Значит, вот от этих комков можно избавиться, если вы краску через сито мелкое, да, протрете. Я занималась протиранием краски через сито один-единственный раз. Потом я поняла, что заниматься этим не хочу. И я просто убираю кисточкой комочки, которые, если они мне попадаются, да, по чаянию. Вообще, конечно, нужно стараться не доводить краски до такого состояния. И если они к вам пришли в очень-очень густом виде, незамедлительно их реанимировать. Вот здесь можно, например, еще с крышки, да, снять остатки и тоже сюда замешать. Вот. Комки некоторые в части красок, когда это именно загустевшие краски, а не высохшие пленки, да, они поддаются также расталкиванию. То есть я беру обычно конец кисточки, он более широкий обычно, чем сама кисть, и растираю комочки об дно и об стенки краски. Вот, собственно, небольшая премудрость. Если краски совсем-совсем плохо восстанавливаются с помощью воды, можно также применить метод с кипятком, но посоветовать его для всех красок не могу, так как он приводил у меня и к хорошим последствиям, и к плохим.
Из плохих последствий могу сказать, с одними единственными красками случилось следующее. Они у меня кипятком свернулись, заварились, да, заварились в абсолютные пленки. С тех пор я кипятком не пользуюсь. И вот здесь у меня вода теплая. То есть она не крутой кипяток, но она достаточно теплая, чтобы краски быстрее у меня разводились. Вот можно увидеть, кстати, что добавление воды также, естественно, приводит к увеличению объема краски. Здесь красочки у нас было, когда я открыла, на самом дне при разведении краски, восстановлении ее консистенции, краски стало практически полбанки. Да? Вот видно, что сейчас краска хорошо рисует, в общем, обладает достаточной укрывистостью. Вот когда у меня вот такие комки, да, попадаются, вот видно, вот они, вот такие. Я их просто убираю. Вот эти вот комочки. Это пленки, которые уже разведению не поддались. Касательно замедлителя высыхания для красок. Я использую его для добавления с точки зрения продления хранения красок только при одном условии. Если я знаю, что эти краски в дальнейшем планирую потом использовать еще для творчества. Делаю все то же самое. Трубочку туда опустила, набрала какое-то количество, да, и капаю сюда поверх замедлитель высыхания. Вот он. Он растекается пленкой, вот такой вот небольшой. И теперь эта краска не высохнет значительное время. Даже если там вот эти вот по окружности пленки они подсохнут, то сама по себе краска под замедлителем она высыхать не будет. В дальнейшем, когда я открываю эту краску, чтобы работать, я ее перемешиваю с замедлителем, который у меня есть на поверхности краски. Могу сказать, что вот такого количества замедлителя на такое количество акриловой краски практически не оказывает воздействия с точки зрения работы. То есть, ну, она будет не высыхать у меня не за 5 минут, а, скажем, за 10-15. Зато это позволяет мне некоторые оттенки акриловых красок хранить долгие-долгие годы. Также это касается красок, которые я храню долго, точно зная, что они, допустим, редкие. Единственное, куда я замедлитель высыхания не капаю, это Dimensions, потому что он меняет свой блеск. Он становится вместо матового сатиновым. Art-Ventura с замедлителем ведет себя прекрасно, не меняет блеск. Остается матовый, так же как и Plate. Остается также матовым при добавлении замедлителя высыхания. Так что можете при консервации красок на длительное хранение смело добавлять замедлители. Если замедлителя у вас нет, то же самое можно делать с водой. То есть вы берете воду, давайте вот это дело вытрем. То есть если, допустим, планируется, я открою другую краску, если, допустим, планируется, хочу, чтобы вот эта красочка у меня долго хранилась, то я, соответственно, набираю, поставлю воду, чтобы вам было видно, я набираю 2 капли воды и выливаю сверху. Все. Таким образом краска может стоять закрытая довольно долгое время. После того, как она открывается, вода размешивается. Если есть избыток воды, то краска оставляется открытой там, на 10-15 минут, иногда на час. И я периодически подхожу и размешиваю, смотрю, какая ее консистенция. Вот и все, друзья. Желаю вам, чтобы ваши красочки приходили в наборах всегда свежими. Рисуйте с удовольствием. С вами была Федорова Катя и Раскраски.ру. Всем пока!